Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Заканчивается мой матковыводной сезон. Может кто-то еще дальше, больше маток выводит. Я уже прививок не делаю. Заселил вчера и позавчера я еще эти нуклеусы молодыми маточками вышедшими. Где-то кто-то слетает, кто-то еще не облетелся. Ну, в общем, вот такое. Ну, тут уже реже. Вот пойдем, я сейчас посмотрю, покажу. Значит, вот так уже убираю, складирую нуклеусы. Эти, те четырехместные большие, тоже уже освобождаются. Ну, в общем, матковыводной сезон уже идет к завершению. Поэтому, кто еще желает приобрести маток, можно звонить, координаты там есть все на канале. Но в сегодняшнем видео я хотел показать немножко семьи пчел, то, что в каком они сейчас состоянии. Ну, вернее, это не семьи, это хвосты после продажи пакетов, которые я опять же постоянно трусил на нуклеусы, где-то между собой расширял пасеку. Ну, в общем, это не полноценные семьи, чтобы вот кто-то будет смотреть, что там мало пчел, и вопрос, почему так мало пчел. Ну, вот этот, допустим, улей, и что я хочу сейчас, посмотреть для себя, это с матками, которые в следующем году будут племенными. Маточек этих я подсаживал, буквально где-то, наверное, 3 недели назад. Я так точно не помню. Поэтому вот сейчас я хочу посмотреть, что там делается. Я тут подставлял рамочки где-то с других семей с расплодом. Уже на оттяжку ставил. Вот маточки искусственного семенения. Их сильно нагружать не хочется, но в то же время они все равно должны нараститься самостоятельно до зимы, вот, чтобы смогли перезимовать. Поэтому вот так 2, 4, 6, 7 рамочек тут на данный момент стоит. Ну, не хочется, чтобы просаживались семьи, потому что если просядет, то потом очень тяжело. Ну, вот подносят медок. Это была рамочка с расплодом, я тут ставил, расплод вышел. Вот, пчел, конечно, немного. Так, смотрим дальше. Вот эта рамочка, я вижу, расплодная, но это уже маточка сама насеяла. Это уже ее расплод, ее пчелки. Они еще, я думаю, не выходят, но вот такой печатный расплод. То есть ничего, нормально, хорошо маточка засеяла. Маточка искусственного семенения. А ну я сейчас посмотрю, по-моему, тройзак. Так, номер это у меня 1. Пешец, 7 рамок, да. Тут маточка пешец. Маточка пешец. Так, это я ставил на оттяжку несколько дней назад. Вот так вот они. А может и еще раньше. Так, медок тут чуть-чуть наносили. Здесь, оттянули. Пчел немного здесь пчел, так чтобы их, я же говорю, все равно они самостоятельно должны наращивать зиму. Так, вот это тоже, это уже этой маточки расплод печатный такой. Вот и она сама. Вот, видно? С номерочком ходит, с обрезанным крылышком. Ну, хорошо, молодчинка. Работает. Первое время ее пытались сменить. Я постоянно тут смотрел, срезал маточники тихой смены. Вот еще одна рамочка, которую я подставлял, они оттянули. Вот хорошо, не вижу. Да, немножко засев, червячки есть и медок подзабросали. Но медосбор закончится. Буквально тут еще 2-3 недели. Такие, что поступает. Жара стоит, поэтому они этот мед поперескладывают. Так, а ну еще посмотрю, нет ли маточников тихой смены, потому что так можно где-то пропустить. Вроде так я не вижу, но можно пропустить. И пока пчелы, это еще не ее, вот, пока не ее пчелы, то могут и сменить. Когда уже ее, в основном будут пчелы, тогда они уже ее будут охранять. Пока вроде бы на последнюю рамочку, потому что бывает, что на самой последней, на медовый, потянут маточник тихой смены. А медовую, как правило, никто и не проверяет. Обычно, медовая, да и медовая. А они вот такое могут вытворить. Поэтому маточку, как племенная, ее, конечно, жалко. Такую можно быстрее заменить, а племенную то... Так, хорошо. Посмотрим сейчас еще одну семью. Так, 12 июля. Тут
Маточка тоже искусственного семенения, будущая племенная. У нас тройзик на пешец. Вот по записям я смотрю. Тройзик, материнская линия, на пешец отцовская линия. Так, что здесь у нас делается, смотрим. Ну, то же самое, я проверяю на развитие, как маточка сеет. И самое главное, чтобы ее не сменили. Потому что часто тянут маточники тихой смены. Ну, заодно, как идет развитие, не надо ли им помощь. Вот. Так, здесь остатки расплода выходят и хорошо занесли метком. Так, хорошо. Тяжелая рамочка, ну это хорошо. Единственное, что может этот мед придется пооткачивать, потому что в прошлом году много крестоцветных попало. Вот я решил зимовать на меду. Он закристаллизовался зимой, как камень был. Поэтому пришлось и канди давать, и в общем еле-еле они перезимовали. Поэтому я в этом году планирую больше все-таки давать сахар. Ну, менять на сахар. Тоже расплодик, это уже ее, этой маточки расплод. Вот с этой стороны. Ну, хороший такой расплод, как для искусственного семенения маточки. Так, хорошо. Дальше. Тут я тоже давал им на оттяжку. Вот эту рамочку давал. Не помню когда, может неделю назад. Метком забросали. Ну так оттянули. Неплохо. Ну, маточки нету здесь. Ну, ее не цель найти, но если где-то попадется, то заодно на нее и посмотрим. Так. Тут пока засева я не вижу. Ну, такие более темные она пока засевает. Так. Тут выходит расплод, и они медок занесли медом. Ну, они потом, я говорю, медосбор пройдет, они этот мед чуть-чуть будут наверх перескладывать и внизу оставлять место для маточки, для засева. Поэтому то, что сейчас... Ну, а за счет того, что они не дают матке сеять, то, конечно, семья немножко будет просаживаться. Вот это укарники такой есть. Такой минус, если можно сказать. Вот они, у них медосбор, инстинкт преобладает над всеми инстинктами, и поэтому в большей степени это выражено. За счет этого семья больше просаживается, чем другие породы. Ну, я бы так сказал. Так, не вижу я матку. Может, на последней рамочке. А может и здесь где-то. Ну, номерок такой не очень заметный. Там могли и пропустить где-то, ну а может и на последней рамочке. Так, не вижу. Тут я тихой смены хорошо, но периодически бывает, что попадаются. Сразу после подсадки больше маточников тянули, потом меньше. Вот, но все равно как бы приходится контролировать. Так, не вижу матку я. А здесь, ну вот она на последней рамочке ходит. Медовая рамка, и на последней рамочке она ходит. Ну, дело в том, что правильно, ей негде сеять. Вот она. Ей негде сеять, и она уже ищет, где только можно. Так, маточников не вижу. Самое главное. Все. А это, я говорю, так. Ну что, может быть, дать им еще на оттяжку. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 рамочек. Ну, можно, в принципе, можно дать им на оттяжку. Медосбор еще продолжается. Сейчас я им поставлю, тут у меня вот есть такой склад небольшой. Все, ставлю им одну рамочку на оттяжку. Вот. Пусть они еще оттянут. А потом к зиме уже будем смотреть по количеству, сколько здесь будет пчел, сколько рамок и оставим для зимовки. А так, возможно, маточка успеет засеять, если оттянут. Хоть что-то на этой рамочке успеет засеять. 7 рамочек, нормально. Так, тут улей номер 19, маточка номерок 73, склинар на пешец, искусственного семенения. Сейчас посмотрим, что здесь. Ну, я так периодически, еще раз говорю, просматриваю, потому что самое главное, чтобы не потянули маточники тихой смены. Вот это как бы для меня самое главное. Ну и опять же, как сеет матка, как наращиваются, потому что в принципе уже это все идет к осени.
уже идет к зимовке, а тут это ж только слабенький отводочек был, на который я маточку подсаживал, поэтому задача нарастить их к зиме. Так, ну медок, подносили медок здесь. Такая, с этой стороны мед, тут медоперговая, немножко работает. Ну, есть какое-то количество пчел тут, ну так, немного, я бы сказал. Так, тут что? Вот тут забили медом, вышел расплод, медом забили. Тут расплод выходит. Ну, вот не очень хорошо, не дают они матки сеять. Так, а ну тут рамочка. Это на оттяжку я ставил. Что здесь? Может, хоть здесь успела? Ну, даже не вижу я. Медом, в основном медом все занесли. Не вижу я расплода. Ну, это не совсем хорошо, что они не дают ей сеять. Так, здесь что? То же самое, медом все занесли. Пчелка залезла. Так, тут что? Тоже медом, матку пока не вижу. Угу, вот она, я ее уже вижу, на рамочке сходит. Жужжат что-то они так. Непонятно. А, вот то, о чем я говорил. Вот тянут маточник тихой смены. Видно? Вот чем-то вот маточка ходит, пошла на ту сторону. Вот она. Вот маточка, видно? Вот, но тянут маточник и жужжат. Гул такой, как вроде как нету матки. Они ее могут то ли не ощущать, то ли вот непонятно, как она сеет. Ну что, понаблюдаем, за ней понаблюдаем. Конечно, ну всякое может быть. Так, маточник, понятно, срываем. Не дадим им. Не дадим. Матку менять не дадим, но вполне возможно, что есть претензии, обоснованные к этой матке. Так, ладно, ставим. Вот и вопрос, как не проверять маток. И это не обязательно к маткам тихой смены относится. Вот многие, кто покупает у меня маток, через какое-то время говорят, была матка, сеяла, все было нормально, а потом говорят, смотрю, матки нету. Засев остался и не тянут маточники. Так вот, вопрос в том, что пока не сменится пчела, а сменится она через месяц-полтора, не раньше, то эти пчелы еще ей чужие и будут по-любому тянуть маточники тихой смены. Но еще ж, конечно, и от качества матки зависит. То есть два фактора. Вот, но как бы сказать на 100%, что матка некачественная, скорее меняют из-за того, что смена породы, это очень часто, смена породы, и просто, что если даже одной и той же породы, то просто другая семья, и все. Чужая матка, пока пчелы не сменятся уже от нее, они начнут охранять. Но здесь мало расплода, вот видно, просто вот если мало расплода, то да, может быть и качество. Ну как, что ж, качество матки искусственного осеменения, тут как бы это не природного облета, поэтому тут ну, могут быть, нюансы могут быть. Да. Ну такое. Все, тут посмотрели. Так, теперь Миша Якубяк, это который Демарь мне подарил, прислал мне маточку искусственного осеменения свою. Я ее подсадил. Тоже интересно будет на нее сейчас посмотреть. Так, 22 левая. Так, 19, 20, 21, 22. Так, вот здесь 22 левое отделение. Смотрим здесь. Вот он очень переживал, как она засеет, как она там. А я ее буквально, я не помню, когда я ее неделю назад, наверное, да, подсадил. Неделю назад. Посмотрим. Так, раз, два, три, четыре, 5 рамочек здесь стоит. 5 рамочек. Так, это такая медовая, но тут, ну что, тут же молодая пчела, они только вышли. Не очень еще и это. Не очень летных тут много пчел, поэтому как бы такая медовая, но они в основном потребляют этот мед, они носят. Поэтому... Так, смотрим, что здесь. Вот это уже ее, вот червячки, если видно, туда камерой, вот внутри ячейки. Это червячки уже этой матки. Вот, то есть закрытого расплода, по-моему, еще нету. Ну, неделю она как
подсаженная. А червячки-то вот такие уже есть. Она сразу начала сеять, буквально там. А, вот она и вот она. Маточка. Номерок я там не вижу. Вот она. Ну, маленькая была, Миша так переживал, что маленькая маточка. Ну, чуть-чуть, вот они ее раскормили, чуть-чуть. Ну, такое, да, искусственное осеменение не всегда может быть такая большая матка. Вот. То есть нормально, живенькая, ходит, все нормально. А ну, посмотрим остальные рамки, что она здесь подсеяла. А тоже, наверное, были здесь маточники, я не помню, я уже просматривал. Так, тут выходит расплод, вот. Чуть-чуть тоже метком они заносят. Тоже успела чуть-чуть подсеять, успела. Ну, что, много молодой пчелы. Итак, сколько? 5 рамочек. Дадим мы им сейчас на оттяжку. Вот тоже выходит пчелка. Здесь молоденькая. Мед еще поступает, нектар свежий. Поэтому я думаю, что вполне они способны рамочку оттянуть. Количество пчелы есть, поэтому сейчас дадим им. Так, маточников, слава богу, не вижу тихой смены. Сейчас дадим. Вот дадим им на оттяжку. Пусть оттягивают. И готовятся по чуть-чуть к зимовке. Вот здесь нуклеусный улей, номер 26 у меня, но экспериментальный вариант. Заселял сюда, я уже не помню, 2 или 3 рамочки было у меня тут всего. И на минимум расплода. И сюда я ставил, там есть видео, где-то можно пролистать, посмотреть, маточник на выходе. Маточник на выходе я сюда ставил. Вот. Ну, идея была такая, или же я буду, ну, как нуклеус использовать для маток. Но все же я решил здесь немножко развить их и пустить зимовать через вот такую сплошную перегородку. 2 семейки у меня тут и будут зимовать. Поэтому тоже задача будет нарастить до зимы, сколько тут времени. Пока еще поступает нектар, можно на оттяжку ставить. Ну а потом понятно, что придется сахар давать. Вот. Ну, задача будет потихоньку их нарастить. Здесь наносили они меда. Хорошая, тяжелая такая рамочка. Видно много молодых пчелок. Вот. Ну, тут обычная маточка F1 вышла моя от маточки племенной от Скленар. Так, смотрим. Вот тут выходит расплод, и маточка хорошо засеяла. То есть тут они ей, слава богу, дают сеять. Значит дело будет. То есть не должна сильно, ну, матки я пока не вижу, сильно просесть до зимы не должна. Так, следующая рамочка, смотрим. Так, матки, видно, не видно? Тут не вижу, молодые выходят пчелки. Тут тоже молодые, вот по краям. Тут уже вышли, выходят еще по краям. Так, хорошо. И последняя, 4-я, тоже я смотрю, расплодная. Так, вот 2-я сторона, все в расплоде. А, вот и маточка ходит. Вот. Пошла на ту сторону. А не, вот сюда идет. Прячется. Вот прячется. Вот видно, да? Там. Не хочет. Вот как матки, почему бывает тяжело найти матку? Потому что вот она не любит она позировать. Обычно вот так где-то под планочку, куда-то под пчел прячется. Ну вот, ходит маточка такая. Видно. Сняли. И здесь такой сплошной расплод. Сплошной, отличный расплод. Так, хорошо. Расплод будет выходить. Поступление нектара идет. Значит, что? Поставим и им на оттяжку. Молодых пчел там достаточно. Вот должны они еще одну рамочку оттянуть. Ну, все. Значит, будет 5 рамочек здесь пока. Так, закрываем. И сейчас посмотрим еще с той стороны. То же самое, такой же небольшой отводочек. То же самое, там молодая маточка. Сейчас мы посмотрим, что там делается. Тут у меня потолочины. Ну, потолочины лучше перекрыть. Когда сплошная заставная, то через потолочины лучше мне перекрыть. Так, смотрим с этой стороны.
что делается. Так. Так. Тоже потолоченную я ставлю. Так, что здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь 6 рамочек. Ну, я не помню, как давно я ставил тут именно оттяжку. Лучше с той стороны снимать, потому что я закрываю тут. Так. О, какой сплошной расплод. Видно, да? Сплошной расплод. Тут сплошной, почти сплошной. То есть маточки отличные. Ну, матки молодые этого года. Так, идем далее. Тоже такой расплод. Такой же. Тут уже выходящий расплод. Отлично, отлично. Молодые маточки работают отлично. Так, тут тоже выходящий расплод. Выходящий немножко они забрасывают свежим нектаром. Так, то есть развитие идет хорошее. Значит, есть надежда. Ага, вот здесь я недавно ставил легенькая рамочка, но они ее быстро оттянули. Это буквально, я думаю, что несколько дней назад я поставил. Но матки здесь нету. Не вижу я. Ну, сейчас подумаю. Да, она почти оттянута уже. Почти оттянута. Можно еще одну поставить будет. Сейчас посмотрим. А ну следующая. Так, здесь выходящий расплод. Выходящий. Тут тоже надо будет маточки засевать. Ну, не вижу я ее. Искать мы ее не будем. Искать специально мы ее не будем. Маточка хорошая, если по засеву видно по расплоду. Так, ладно. Поставим еще им на оттяжку. Вот здесь у меня такая рамочка. Ставим. Так, ну вот так развивается нуклеус. Ну, как бы я его никак не нуклеус использую, а как обычный улей. А в следующем году уже у меня будет достаточное количество семей, то уже я его буду по полной программе именно использовать как нуклеусный улей. Ну а в зиму вот можно вот так вот 2 семьи через сплошную перегородку и пускать. Посмотрим еще один улей, одну семью на украинскую рамку. Ну здесь маточек я поменял раньше, там позже я маток менял, где-то отводки делал. Вот. А здесь еще с самой весны я продал пакеты и менял маток. Ну, тоже я бы сказал, что не сразу бывает, что матку принимают. Бывает так, что и даешь матку, или они сами выводят. Тут, кстати, в этих я всем ставил прививки поначалу. То есть они сами себе выводили маток. А потом часто, бывает, что часто, смотришь, матка была, потом раз нету, семья просаживается, поэтому вот даже заменить матку то же самое не так легко. Вот. И потом семья начинает наращиваться. Ну, это я к тому, что почему мало пчел. Там часто мне задают вопросы, где пчелы. Вот уже где пчелы, да. Так, тут наносили мед, видно, последняя рамочка. Ну, сверху начинают подпечатывать. Ну, низ, вот здесь, если сказать, низ пусто. То есть медосбор даже если идет, то не такой уже, чтобы сказать... Ну, ничего такого у нас тут особого нет. Подсолнух далеко. Подсолнух есть, но очень далеко, они туда не достанут. А здесь у нас, ну что, бурьяны какие-то, разнотравья. Вот это полегче рамочка. Тут расплод выходящий. Ну и с этой стороны чуть побольше пчел, а там совсем мало. Ну, то есть я же говорю, что семьи только как бы начинают наращиваться. Тут сколько рамок? 2, 4, 6, 8, 10, 11 рамок. Ну, это еще и много. Так, тут хороший такой расплодик. Хороший расплодик. Но видно, расплод выходит и опять же они заносят медом. Ну, медосбор закончится, они этот мед чуть выше поперескладывают, а снизу сделают гнездо. То же самое. Тут расплодик. И сразу, где свободные ячейки, сразу метком. Ну, еще раз говорю, это маточка уже этого года, F1, поэтому
Ну, к ней претензий не должно быть ни у пчел, ни у меня. Так, здесь что? О, картина одинаковая на всех рамках. Картина одинаковая. Можно смотреть, можно не смотреть. Ну, здесь на предмет тихой смены, это я проверяю только в первое время. Потом уже я, как правило, не смотрю, потому что матку принимают и уже как бы вопросов ни у пчел, ни у меня к ней нет. Так, хорошо. Ну, тут хорошо развинулась семья. И маточка хорошо засеяла. Такой расплодик здесь вышел. Самой ее я пока не вижу. Вот, ну, как бы посмотреть вообще. Ну, здесь я не хочу и на оттяжку давать, потому что на оттяжку-то можно ставить, но как бы не хочется особо их. Они просто потом и расплод растянут по всем рамкам, и мед порастягивают, потому что ну нету, это не тот медосбор, что целые поля цветущие и так далее. Это медленный такой идет медосбор. Вот тут уже медовая рамочка. Вот поэтому не хочется сильно и расширять. Вот. Вот такое. Ну и пасека, как бы я же говорю, она работает не на мед, а работает на нуклеусы и на пчелопакеты весной. Вот такое состояние пасеки у меня на сегодняшний день, приблизительно такой обзор. Поэтому, ну вот все, что я хотел показать. Пишите комментарии. Пока.